Всем привет, друзья! Сегодня я сделал обзор таких боксерок Reebok. Что могу сказать об этой модели? Во-первых, по соотношению цена и качество на момент выбора я не нашел ничего лучше. Потому как купил я их в центре Adidas Discount, я уверен, такой есть в большинстве городов России. Обошлись они мне в 2500 рублей, что для боксерок такого уровня очень даже ничего. Я замечал такие боксерки у многих спортсменов нашей олимпийской сборной, либо даже на соревнованиях каких-то. В профессионалах я тоже видел такие боксерки, и я так понял, они очень сильно распространены. В чем плюсы? Какой там был, скажем так, выбор из тех боксерок, которые я рассматривал? Первое, были, конечно, Asics какие-то модели, были еще модели такие более-менее, скажем так, успешных брендов, но они все были гораздо выше по цене, потому как есть и Adidas какие-то уже за 10 тысяч, но вот эти вот оказались самыми актуальными для меня. Покупал я их примерно в ноябре, сегодня у нас 10 марта, в пользовании они у меня около, получается, 4 месяцев уже. Что могу сказать за это время? За это время отклеились вот здесь вот носочки, потому что в спарринге мне наступали иногда. Отклеилось немножко вот здесь, потому что здесь происходит сгиб. То есть я тут уже немножко подклеил сам, конечно. Ну и, соответственно, вот здесь вот чуть-чуть отклеилось, и вот здесь вот чуть-чуть отклеилось. Также отклеилась на одной стороне пяточка. Вот. Может быть, это от того, что я использую не очень, скажем так, аккуратно. Хотя, как подумать, как делать еще упражнения, потому что стопа сгинаться будет все равно. Несколько слов вообще о боксерках. До этого я боксировал босиком, потому что мы занимались наподобие тайского бокса, и у нас как бы боксерки были не обязательные. Но в какой-то момент, когда я перешел в другой спортивный зал, я решил боксерки приобрести и все-таки заниматься в боксерках. И знаете, это небо и земля. Поэтому если вы любитель, который занимается боксом, боксерки это круто. В боксерках гораздо выше скорость, удобнее передвижение, да и нога защищена лучше. То есть это очень круто. Несколько моментов по шнуровке, да, и по посадке. У меня, например, в этих боксерках остается свободное пространство по бокам. Я думаю, это зависит от ноги вашей вообще, как она сидит. Кстати говоря, еще в боксерках есть несколько типов. Бывают с вот такими высокими, скажем так, подъемами, а есть боксерки более короткие. Я для себя оптимального варианта, так сказать, не выявил, потому что короткой щиколоткой я не пробовал. Но вот эти вот для меня очень удобные, потому что в них голеностоп зафиксирован очень четко. Меня это полностью устраивает. Конкретнее это даже не то чтобы обзор, это, наверное, отзыв о боксерках Reebok. Если вдруг кто-то захочет себе такие купить, и хотя бы одному будет полезна эта информация, я буду очень рад. Что еще по износу? В целом-то, да и все, больше ничего не рвалось. Места, где у нас шнурки продеваются, никак не деформировались, не порвались. Занимаюсь я 3 раза в неделю. То есть все это время я занимался. Что еще сказать? Наверное, покажу, как шнуровать их. Это может показаться абсурдом на секунду, но это важный момент, потому что я увидел у знакомого, как он шнурует, я увидел, что он каждый раз с трудом снимает каждую из этих боксерок, и он это делает просто неправильно. Я подсказал ему, как правильно, он сказал, поэтому сейчас будет видео, как их удобно, эффективно и качественно шнуровать. Да уж, это все выглядит очень смешно, когда я показываю, как шнуровать, как будто бы учу ребенка. Ну ладно, может быть, мой ребенок посмотрит это видео. Первое, какие я одеваю носки, это обычные спортивные носки. Очень важно, чтобы вы надевали спортивную обувь на толстые спортивные носки. Неважно даже настолько, сколько они спортивные, они не должны быть махровыми, но они и не должны быть слишком тонкими, потому что если они будут тонкими, у вас будут мозоли. Вся проблема мозолей в том, что ваша кожа максимально сильно соприкасается с обувью и в этом месте натирается просто. Поэтому чем толще будут ваши спортивные носки, тем будет лучше.
Боксерки расшнурованы, скажем так, максимально. Они у меня расшнурованы до того момента, индикатор главный, да, это вот примерно 4-5 сантиметров остается с двух сторон шнурков. При этом зашнурованный не до конца, одно отверстие у нас осталось. Получается, что в данный момент мы, когда надеваем их первый раз, расшнуровываем до конца. То есть, чтобы столько шнурка оставалось в нашем отверстии. Растягиваем их. И теперь уже отгинаем язычок максимально и надеваем на ногу. Держим двумя руками за заднюю часть и опускаем ногу. Расположили ногу, поддеваем язычок. И теперь, внимание, первыми мы затягиваем верхнюю часть, чуть-чуть, не сильно. Затем потихонечку по очереди начинаем подтягивать с самого низу. То есть, если у вас здесь нога комфортно сидит, то тут подтягивать ничего не надо. Если же вы чувствуете, что место здесь есть, то нужно обязательно подтянуть, чтобы нога внутри не болталась. Подтягиваем немножечко. И затем идем по одному делению. Очень важно, чтобы вы шли по очереди, видите? Не стараться отсюда затянуть, оно не затянется. Потому что тут отверстие без кольца. Если бы шнуровка проходила бы более свободно, то это возможно было бы, но они бы и развязывались тогда быстрее гораздо. Дальше. Еще дальше. Еще. И все. Затем лично я делаю такой простой узел. Обматываю дважды вокруг. Завязываю на обычный бантик. Фиксирую оставшийся бантик на липучку. И все, я готов. Нога четко зафиксирована. Теперь как это дело снимать, чтобы не рвать наши боксерочки? Аккуратненько развязываем. Продеваем палец в первый отдел и вытягиваем шнурки, опять-таки до того, чтобы осталось вот эти вот 4-5 сантиметров. Затем второй отдел протягиваем, затем в третий, затем в четвертый, затем в пятый. Вытаскиваем язычок, оп, нога свободно выходит. Ничего сложного, детский сад, ясли. Ну и в целом все, ребят. Кому понравился обзор, пишите лайк. Видео о том, как я боксирую в таких боксерках, можете посмотреть у меня на канале. Также есть обзоры перчаток и шлема. Всем спасибо, ставьте лайки.